Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня сразу 3 рецепта прекрасных лепешек на сковороде. Рецепты очень простые и быстрые, а лепешки все, невероятно вкусные. Первый рецепт – это творожно-сырная лепешка. Это прекрасный вариант быстрого завтрака. Второй рецепт – это мексиканская лепешка. Очень хорошо подойдет для обеда или ужина. В этой лепешечке есть все. И пюрешка, и великолепная начинка, плавленый сыр и ветчина. Хрустящая поджаренная корочка, мягкая, нежная внутри. Если вы приготовите ее один раз, то, поверьте мне, будете готовить ее постоянно. Ну и третий рецепт – это сырная лепешка с начинкой на кефире. Мягкая, нежная, сочная, невероятно вкусная. Ну что ж, приступим. Начну я с первого рецепта – творожно-сырная лепешка. У меня в миске 200 грамм творога. Добавляю молоко 100 мл. Выбиваю 2 яйца. Перемешиваю и добавляю сыр сулугуни 150 грамм, натертый на крупной терке. Добавляю щепотку соли, пол чайной ложки разрыхлителя, 120 грамм муки и все хорошенько перемешиваю. Сковородку ставлю сначала на сильный огонь, буквально на 1 минутку, для того, чтобы сковорода нагрелась. Добавляю чайную ложечку растительного масла, распределяю его по сковородке. Выкладываю половину теста, распределяю по сковороде, формируя лепешку. Накрываю крышкой. Жарю на медленном огне. У меня максимум на плите 9, жарю на 4. Верхняя сторона лепешки должна схватиться, она не должна быть жидкой. На это уходит примерно 8-10 минут. Затем лепешку переворачиваю и жарю под закрытой крышкой еще минут 8. Все, можно снимать. Вкуснотища готова. Пока жарится вторая творожно-сырная лепешка, первую разрежу, покажу вам, какая она в разрезе. Это очень вкусно в теплом виде, хрустящая корочка снаружи и мягкая нежная начинка внутри. Когда ее ломаешь на кусочки, сыр тянется. Сочетание творога и сыра – это беспроигрышный вариант. Мне очень нравится этот рецепт. Я потратила всего 5 минут для того, чтобы заколотить тесто. Далее выкладываю в сковородку, накрываю крышкой, иду заниматься своими делами. Все, потом переворачиваю и завтрак готов. Но это также может быть и обед, и ужин. Это очень вкусно. Первую лепешку уже съели, на подходе вторая. Ну а теперь второй рецепт – мексиканская лепешка. 500 грамм отварного картофеля превращаю в пюре. Выбиваю 1 яйцо. Солю и перчу. Перемешиваю. Добавляю муку 150 грамм. Тщательно перемешиваю сначала в миске, затем вываливаю все на рабочую поверхность и руками замешиваю колобок. Делю на 2 части и формирую 2 шарика. Сковородку нагреваю 1 минуту на максимальном нагреве, у меня 9. Далее уменьшаю нагрев до 4. Смазываю сковородку растительным маслом, выкладываю первый шарик теста и руками распределяю по сковороде. Далее идет начинка. 100 грамм ветчины, нарезанную соломкой, и 100 грамм твердого сыра, натертого на крупной терке. Сыр можно брать любой из твердых сортов, а также сулугуни, моцареллу. Сверху выкладываю второй шарик теста и руками распределяю полностью
закрываю начинку. Готовлю под закрытой крышкой. На крышке собирается конденсат, его нужно периодически сливать. Готовлю лепешку на медленном огне, у меня это 4. С одной стороны 10 минут, далее переворачиваю аккуратно лепешку и с другой стороны под закрытой крышкой также готовлю еще 10 минут. Посмотрите, какая пышная лепешечка получилась. Это блюдо очень может хорошо подойти на обед или на ужин. Если лепешку разрезать на 3-4 части, можно накормить всю семью. Она сытная, очень вкусная, хрустящая поджаренная корочка, мягкая, нежная внутри. Если вы приготовите ее один раз, то, поверьте мне, будете готовить ее постоянно. Посмотрите внутренность. Сыр расплавленный, ветчина, пюрешечка, которая поджаренная с 2 сторон. Это на самом деле очень и очень вкусно. Ну и, наконец, третий рецепт – сырные лепешки с начинкой на кефире. В миску выливаю 1 стакан кефира. Добавляю по пол чайной ложки соль, сахар и сода. Лопаткой все перемешиваю. Добавляю сначала 1 стакан муки, всего понадобится 2 стакана. И 1 стакан – это 100 грамм натертого твердого сыра. Можно брать и сулугуни, и моцареллу, либо смесь сыров, как вам нравится. Делаю замес в миске лопаткой. Далее добавляю еще 1 стакан муки, перемешиваю, вываливаю все на рабочую поверхность, руками замешиваю тесто. Замесила колобок. Делю его на 4 части. Из каждой части формирую шарик. Присыпаю рабочую поверхность мукой. Шарики выкладываю на муку и прикрываю кулечком либо пищевой пленкой. Отдохнуть на 10-15 минут. А пока займусь начинкой. В миске смешиваю 100 грамм натертого на крупной терке твердого сыра, типа российского или сулугуни или моцарелла. 120 грамм ветчины, нарезанной соломкой, измельченная зелень, укропчик и зеленый лучок. И хорошенько все перемешиваю. Теперь буду делать лепешки. Рабочую поверхность припыляю мукой. Каждый шарик раскатываю не очень сильно. На центр кладу начинку. Вверх края защипываю, получается такой мешочек. Переворачиваю швом вниз и скалкой либо руками формирую лепешки. Лепешки жарю на сковороде. Для этого предварительно сковородку нужно нагреть, поставить на 1 минутку на максимальный огонь, у меня 9, далее уменьшаю на небольшой огонь, у меня это 4. Сковородку смазываю небольшим количеством растительного масла, выкладываю лепешку, накрываю крышкой и буду жарить с каждой стороны по 8-10 минут под закрытой крышкой на медленном огне. Конденсат с крышки периодически сливаю. Готовые лепешки выкладываю на тарелку и смазываю обильно сливочным маслом. И накрываю миской, чтобы лепешки оставались мягкими. Ну и как всегда, давайте разрежем и посмотрим, какие лепешечки внутри. Тесто мягкое, нежное, начинка очень вкусная, расплавленный сыр, ветчина, зелень. Ну, это все беспроигрышный вариант, очень вкусно. Ну вот и все, быстро, просто и очень вкусно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Если вам интересна эта тематика, быстрые лепешки на сковороде, напишите в комментариях, сниму 2-ю часть этого видео. У меня еще есть много рецептов по этой теме. Желаю всем вкусной жизни. До новых встреч. Пока-пока.